В вечер тихого весеннего дождя, когда капли воды стучали в окна частной клиники, на свет появилась Анна. Это событие ожидалось с нетерпением. Элизабет Крип, ее мать, так волновалась, что почти не могла дождаться этого момента. Однако, когда она наконец увидела свою дочь, в ее сердце не вспыхнуло ни любви, ни радости. Вместо этого чувство отвращения охватило ее, словно тьма сгустилась вокруг. Усталая, она взглянула на крошечное существо, и в голове забурлили мысли о том, как вся ее жизнь теперь изменится. Микки, муж Элизабет, в горьком разочаровании приказал своему слуге Джеку избавиться от этого ребенка. А для Анны вся жизнь только начиналась. Джек, терзаемый мрачными мыслями и внутренними конфликтами, отвез малышку на окраину заселенного Хейлвуда и оставил ее на большом камне среди холодного леса. Ветер завывал нежно, словно шепча о жалости к этому крошечному существу. Девочка, едва дыша, лежала неподвижно, без слез на щеках, как будто сама природа заступилась за нее в этот момент. Это отсутствие страха и печали придавали ей невероятное спокойствие, служа символом ее внутренней силы даже в самых тяжелых обстоятельствах. Судьба улыбнулась Анне, когда пожилая женщина по имени Эмма, странствуя по лесу в поисках редких трав, наткнулась на ее крошечное тело. Приняв это сокровище, она забрала девочку к себе и назвала ее Анной, как это было в ее детстве. Эмма, полна любви и материнских чувств, растила девочку в атмосфере заботы. Она рассказывала ей о мирах, спрятанных в книгах, о том, как важно мечтать и верить в себя. Анна, окруженная заботой Эммы, училась радоваться простым вещам, и, казалось, тени ее прошлого постепенно рассеивались. Дни проходили, и хотя Эмма делала все возможное, чтобы создать для Анны уютный дом, темные облака порой нависали над их маленьким миром. Анна задавала вопросы, искала ответы о своих родителях и том, почему многие обходили их стороной. Эмма, обнимая ее, всегда отвечала: «Ты особенная. И какой бы темной ни была твоя история, у тебя есть право на светлое будущее». Эти слова запечатались в ее сердце, как краеугольный камень, на котором она построила свою жизнь. Хотя Эмма сделала все возможное, чтобы обеспечить Анне счастливое детство, жизнь в Хейлвуде оставалась непростой. Деревня не приняла ее. Люди обходили ее стороной из-за ее происхождения. У нее не было отца, матери и даже фамилии, и эта маргинализация оставляла глубокий след в ее душе. Тем не менее, Эмма взяла на себя роль наставницы, обучая Анну читать, писать и мыслить критически. Анна наросла, охватываемая невидимой стеной, отделяющей ее от других детей. Мир был суров к тем, кто отличался, и ее непохожесть становилась преградой в детском общении. Дети смеялись над ее темными волосами, а взрослые смотрели с недоверием. Но в ее сердце пылал огонь, помогавший ей справляться с унижениями. Эмма всегда говорила: «Истинная красота — это сила духа». Эти слова вдохновляли Анну, придавая ей уверенность и мужество, когда она сталкивалась с новыми вызовами. Однако однажды счастье исчезло, когда Эмма скончалась от старости. Анна осталась одна, лишенная единственного источника любви и поддержки. Никто не пришел на ее похороны, и даже священник отказался проводить обряд. Гнетущее молчание мертвого леса вокруг нее было ужасным напоминанием о том, как быстро жизнь может ускользнуть. Это безразличие мира казалось ей невыносимым. Она обозлилась на мир, но все равно не могла избавиться от чувства покинутой. Жизнь превратилась в настоящий ад. С каждым днем все труднее было справляться с одиночеством и растущей ненавистью к себе. Ее лишь слегка ободряла мысль, что Эмма всегда говорила: «Ты сильнее, чем думаешь». Анна старалась запомнить каждое произнесенное ей слово, каждый совет, пока воспоминания о любимой женщине не заполнили пустоту, оставшуюся в ее сердце. Эти мгновения иногда оказывались единственной вещей,
которая спасала ее от полного отчаяния и погружения в тьму. Ее мучения обострились, когда ее ненавистный мучитель, Джон, сын Элизабет и Микки, появился в ее жизни. Он и его друзья оскорбляли ее, называя мусором и бродягой. Каждый его выпад, словно нож, глубоко впивался в душу Анны. Она чувствовала, как в ней горит огонь, желая ответить, но внутренний голос шептал: «Не падай на их уровень». В то время как ее сверстницы радовались в жизни, Анна оставалась в тени, но в этом молчаливом сопротивлении заключалась сила ее духа. Она могла бы легко уничтожить русло безжалостной реальности, но вместо этого приняла вызов. Анна стала наблюдать за Джоном, его поведением и его страхами, и заметила, что его агрессия была лишь маской для страха. С каждым унижением она училась смотреть на него, понимая, что они оба были пленниками своих обстоятельств. Это молчаливое противостояние казалось ему угрозой, и он не мог с этим справиться. Каждый раз, когда она смотрела Джону прямо в глаза, он чувствовал себя уязвимым, так что казалось, будто он не сможет одержать над ней верх, даже если бы отправил ее к пеклу. Это противостояние с каждым днем ставило под сомнение его влияние на жизнь Анны, заставляя его приходить к ней с все большей ненавистью и агрессией. В 14 лет Анна была официально изгнана из Хейлвуда под предлогом, что ее присутствие в деревне было неприемлемо. Ее отправили к черте леса, где тьма поглотила все. Она сбежала в лес, который стал ее временным прибежищем. Но когда морозный ветер шептал ей о печали, она искала силы, чтобы выжить. Смерть казалась единственным выходом. Но тут на ее пути столкнулся пожилой доктор Генри. Он нашел ее, когда она чуть не потеряла сознание от голода и холода, с запретом на слезы, ведь слезы не могли заменить принятие своего собственного страха. Генри, веря в человеческую доброту, забрал ее с собой в Аурелию, где началась новая глава судьбы. Он стал ее необыкновенным другом, поддержкой и полноценным наставником. «У тебя слишком упрямый взгляд для смерти», — сказал он, и это как-то задело ее. Впервые в ее жизни кто-то увидел в ней не просто мусор, а будущую женщину с потенциалом. Он стал тем, кто вложил веру в ее способности, открыв новые возможности и перспективы. С ним она научилась не только выживать, но и мечтать, ища среди неравенства окружающего мира лучи справедливости. В Аурелии Анна обретала новую жизнь. Работая уборщицей в больнице, она впитала каждую крупицу знаний в бесплатной школе. Она была настырной, внимательной и целеустремленной, и постепенно стала одной из лучших учениц. Помогая в разных отделениях и слушая истории больных, она наполняла свое сердце надеждой, что однажды помогать людям станет ее основной целью. Понимание того, что знания могут изменить ее судьбу, вдохновляло ее. С каждым днем она все более решительно шла вперед, желая доказать, что смогла бы изменить свою жизнь. Ее успехи привели к тому, что ее неожиданно приняли в медицинский колледж, где она наравне с другими кандидатами отбросила свои страхи и комплексы. Она стала расправлять крылья и развивать практические навыки в хирургии, что привело к тому, что она вскоре стала выпускницей с отличием, и светлое будущее ждало ее в профессиональной сфере. Неужели она действительно могла пробиться через свою прошлую жизнь и стать кем-то? Прошло несколько лет, и однажды ее прошлое вновь ворвалось в жизнь. Джон, тот самый мальчик, который ненавидел ее, появился с изуродованным лицом и умирал от боли. Он пришел просить Анну о помощи. Она могла бы легко отвернуться, но не смогла игнорировать его страдания. Даже при всей ее ненависти к нему, ее сердце трепетало от угрызений совести, когда она видела его в таком ужасном состоянии. Анна спасла его, но в ее душе остался застарелый вопрос: сможет ли Джон когда-либо забыть, кем он был? Он рвал на себе волосы от страха и стыда, но, выживая после операции, он понемногу начал осознавать, что его эго и ненависть были лишь масками, скрывающими уязвимость.
У него был шанс стать лучше. В тот момент, когда она смотрела в его глаза, она увидела ту же ненависть, тот же отголосок своего прежнего «я». Но Анна понимала, теперь на ее плечах лежит ответственность не только за себя, но и за тех, кто унижал ее в детстве. Она могла бы отомстить за каждое оскорбление, но вместо этого выбрала светлый путь прощения и сострадания. Она объяснила Джону, что, несмотря на его поступки в прошлом, он тоже имеет право на возможность измениться. Не ожидая, в жизни Анны произошли захватывающие изменения. Она заработала себе имя, прекрасно адаптировалась к своей профессии, и вскоре ее упорство пошло на пользу. Со временем ее неуемное желание учиться и помогать другим привело к тому, что ей присудили национальную премию «Золотые руки». Это стало не только признанием ее умений, но и триумфом духа, который не сломила ни судьба, ни жестокость. Эмма, хотя и ушла из жизни, была бы горда, видя, как ее любимая девочка превратилась в женщину, чья жизнь теперь полна света. Поддержка, которую она получила от Генри, позволила ей встать на ноги и поверить в себя. Она поняла, что любое испытание можно преодолеть, и Анна, подняв награду над головой, почувствовала ужасное волнение. Ее сердце знало, что она больше не одинока, что ее путь был настоящим, искренним, и она нашла способ сказать спасибо той самой женщине, которая подарила ей первый луч надежды. Жизнь Анны, полной страданий, стала историей о выживании, любви и надежде. Надежде, что каждый может изменить свою судьбу, несмотря на тьму прошлого. Она отражала все переживания и боли, показывая, что даже в самых мрачных уголках жизни можно найти свет. Каждая улыбка, каждый этап ее пути напоминал ей о самом важном. Ее жизнь — это история, которую она сама написала, и она далекая от завершения.